Многие люди думают, что это самая обычная туристическая деревня в Барселоне, но на самом деле это уникальное место со столетней историей. И рассказать о нем лучше, чем профессиональный гид, я не смогу. Поэтому я приехала в Побли Эспаньол с лицензированным гидом по Каталонии Людмилой, и она вам сейчас расскажет об этом уникальном месте со столетней историей. Сегодня мы с вами находимся на территории испанской деревни Пуэбло Эспаньол. Здесь на территории 40 тысяч квадратных метров находится совершенно уникальная коллекция испанской архитектуры. Представлено 117 зданий, которые реально находятся на территории Испании, просто в разных регионах и областях. Ведь когда-то к выставке 1929 года это все было бережно собрано для того, чтобы показать, какая Испания многоликая, многообразная. В данный момент здесь очень много, действительно можно совершить необыкновенных открытий. Здесь есть мастер-классы, здесь можно посмотреть, как выдувают стекло, как делают гитары, изготавливают различные изделия из кожи, или, например, как делают керамику. Или можно, например, увидеть, как танцует настоящая фламенко. А кроме этого здесь есть музей современного искусства, где есть работы Миро, Дали, Пикассо. А кроме этого, здесь есть уникальная часовня, построенная в романском стиле XII века, которая расскажет вам об истории искусства и архитектуры. На каждом здании надо обратить внимание, что есть таблички. Здесь указано реально, в каком месте находится это здание, потому что это, конечно же, имитация. В каком городе, в каком веке было построено и кому принадлежало, что это было за здание. Специальная комиссия в течение нескольких месяцев совершала объезд по территории всей Испании, где было рассмотрено 16 тысяч зданий, которые приняли участие в конкурсе, и потом только некоторые из них были выбраны как самые эмблематичные, самые аутентичные здания для постройки вот этой испанской деревни, для того, чтобы показать, какая Испания многоликая, многообразная. В испанской деревне мы сами можем как будто бы за несколько минут окунуться в различные уголки Испании. Перед вами стиль Арагон. Столица Арагона – это город Сарагоса, знаменитый город, где родился Франциско Гойя, испанский художник. И именно здесь можно увидеть типичный испанский стиль архитектуры, который называется мудехар. Архитектурный стиль, который пришел от арабов. Они использовали только кирпич и использовали также очень много различных элементов, которые связаны с растительным орнаментом. Или же, поскольку они не имели права изображать ни животных, ни людей, это могла быть какая-то, да, геометрические формы. И здесь очень много зданий, которые имитируют как раз вот этот стиль, вошедший в архитектуру в эпоху Средневековья, как мудехар. Очень много городов на территории Арагона, в том числе город Сарагоса, которые представляют этот стиль. А здесь, в этом здании, находится уникальное место, которое называется «Феста», где можно посмотреть документальный фильм о всех важных праздниках, которые проходят на территории Испании в течение всего года. Одно событие сменяется другим. Испания никогда не засыпает. Пульс города постоянно меняет свое направление. Дальше рядом находятся другие уголки Испании, где можно тоже представить, как меняется архитектура в зависимости от климата, от настроения людей, если хотите. Потому что здесь каждый уголок представляет различные архитектурные стили. Это и есть музей архитектуры под открытым небом. Совершенно уникальное место, которое находится на горе Монжуик. Рядом с Арагоном находится другая область Испании, которая называется Кастилия, Кастилия-Леон. Именно оттуда родом очень известный испанский персонаж, которого вы все знаете, Дон Кихот. Дон Кихот Ла-Манческий. Смотрите, какая здесь архитектура, конечно, отличается от другой испанской архитектуры. И здесь можно пройти и посмотреть, какие ремесла были типичны именно в эту эпоху. Это плотники, это те, кто работали, например, с соломой, делали стулья, шляпы, корзины. Это можно увидеть и керамистов, и те, кто работали, выдувая стекло. Кстати, здесь, в этом месте, можно увидеть все эти ремесла, которые до сих пор соблюдают эти традиции. Можно присутствовать на мастер-классах или просто посмотреть, как работают профессионалы. На территории испанской деревни Пуэбло Эспаньол находится очень много удивительных мест. Например, здесь есть часовня, которая построена в романском стиле. Это имитация, потому что на самом деле весь этот парк и все здания, которые здесь находятся, а их 117 всего, они имитируют разные уголки Испании, потому что в каждом регионе, в каждом районе, в каждой провинции есть какие-то свои характерные особенности. Это отличается и в стиле в архитектуре, и материал, который они используют, и различные ремесла, и в гастрономии. Но сделано все вот как это было раньше. То есть можно увидеть, как это происходило в жизни монастыря, когда писали все под лучиной, пером, вручную. И сохранились вот такие маленькие симпатичные клуатры.
Клуатр – это то место, где монахи обычно выходили и могли общаться. Ведь у них был закон молчания. Они ничего не могли между собой, они не разговаривали. Только на службах, да, когда были вот у них такие собрания, они могли там как-то разговаривать. А в этих местах они могли здесь действительно разговаривать, меняться какими-то новостями. И маленькие внутренние дворики, вот эти клуатры, такие как колодцы, они всегда очень красиво оформлены, и всегда это квадрат, потому что они ходили по кругу, иногда совершали какой-то обряд или молитвы, и при этом могли дышать свежим воздухом. Часто во внутренних двориках этих был, например, фонтан, если монастырь был богат, и у них была такая возможность. Но самое интересное во всех местах, где они сохранились, а их много по территории Каталонии, это знаменитые вот эти колонны с капителями, которые представляют различные стили, и часто на них можно увидеть элементы, связанные и с Библией, или с тем, с чем занимались люди в разную эпоху. Это могли быть, опять же, ремесла представлены, или, например, работы человека в разные времена года, потому что там когда-то сеяли, когда-то урожай собирали, да, все это отражалось. Различные фантастические животные, иногда казавшиеся нам совершенно неправдоподобными, потому что да, тоже это все связано из легенд. Ну и, конечно же, религиозная тематика. Но сейчас на территории испанской деревни здесь проходит фестиваль вина. Поэтому мы здесь видим уже подготовку. Но в этом месте здесь проходит очень много разных городских мероприятий и праздников. И под Рождество здесь собираются, и во время, когда вот каникулы пасхальные тоже. Много мероприятий. И это имитация монастыря, который называется Святой Михаил. Монастырь Сан-Микел, который является ярким образцом романского искусства, архитектуры в Каталонии. А выйдя из этого монастыря, можно увидеть великолепную смотровую площадку на всю Барселону. Прямо перед нами величественный храм Святого Семейства Саграда Фамилия, который достроен практически уже, потому что в этом году, в 2026, отмечают столетие со дня смерти Антонии Гауди. Приедет римский папа на следующей неделе. Вот, и отсюда видны все главные достопримечательности. Мы с вами на входе испанской деревни Пуэбло-Эспаньол. Нас с вами здесь приветствуют вот такие гигантские куклы. Их называют здесь гиганты, жиганс. Представляете, на самом деле внутрь залезает человек и начинается шествие. Потому что они иногда высотой 3 метров, и во время всяких разных праздников во маленьких многочисленных деревнях и поселках можно увидеть вот это великолепное шествие, праздник, который совершается обычно в летние месяцы года. Вот эти гиганты – типичные образцы каталонского фольклора. Мы с вами сейчас находимся в Галисии. Это та территория, которая очень известна как место паломников. Именно там находится город Сантьяго-де-Компостела, где заканчивается дорога очень известных паломников, которые идут по территории Испании, Франции и Португалии. У них совершенно уникальная архитектура. В основном используют они камень. И поскольку там это рядом с Атлантикой, дуют сильные ветра, и из-за этого видно, что мощные дома построены еще когда-то в разную эпоху. А вообще все это находится здесь совсем недалеко от волшебных поющих фонтанов Барселоны. Ведь мы сами находимся у подножья горы Монжуик, где на вершине которой находится уникальный дворец – дворец каталонского искусства. Все это можно увидеть здесь за несколько часов прекрасного вечера, проведя в Барселоне. Я вас приглашаю.